Ну чё, короче, салам, бродяги. Сейчас будем ловить кое-кого, кое на чем. У кого-то сегодня будет очень плохой день. У меня такое предчувствие. У тех, кто любит сидеть на двух табуретках одним седалищем. Однажды в Варшаве устроили необычную акцию. Это программа «Орел и Решка» для украинского телезрителя. Это программа о путешествиях, если кто не знал. Прикиньте, ребят, вот сейчас мы вот как бы играемся, разбиваем молотом телевизоры, а там где-то сидит в своей студии какой-нибудь Киселев, и ему в лицо молот приходит. Совпадение? Не думаю. Вы знаете... А это та же самая программа, та же самая передача, но для российского телеканала пятничный эфир – это когда тебе очень хочется кушать. Дело в том, что в этих эфирах постоянно реклама российских товаров, то есть там, в стиле там, не поесть ли мне эти чипсы лучшие, позвони ко мне по такому-то оператору, вот в таком стиле. Но однажды в Варшаве устроили Совпадение? Не думаю. совпадение? Не думаю. Я думаю, что это просто когда очень хочется заработать там и здесь в грязь лицом не ударить. Надо выбирать что-то одно. Ребята, надо быть честнее. Продолжим. Антон Геращенко. Антон Геращенко говорит, что неправильно у нас демократия. Надо вообще эти все свободы, понимаешь, отменить. Знаете, мне стыдно слушать такие заявления человека, который был избран народным депутатом, гражданами Украины в одном из округов Киевской области. И это показывает в очередной раз, что демократия в том виде в Украине, которая она есть, она дает негативный результат, идет отрицательный отбор. Отменить эту демократию к свиньям собачьим. Ну а дальше Антон Геращенко говорит, что пора бы уже и Европке, понимаешь, это. Нагнуть пора Европку эту. А то, слышишь, разевропеилась. Для этого нужно предусматривать, что если мы отказываемся от отношений с Российской Федерацией, как государством-агрессором, как страны, которая привела к гибели 10 тысяч мирных жителей Украины, военнослужащих Украины, жизни которых не вернуть и которые бесценны, то мы должны, соответственно, от наших европейских партнеров просить дать доступ к европейским рынкам. Зачем просить? Требуй. Сразу требуй от европейских партнеров, слышишь, доступ дайте к своим рынкам. Мы будем вам фуфло наше продавать, потому что... И говорит, что, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы мы дальше сдерживали натиск Российской Федерации, помогайте нам. А вот как не будем сдерживать натиск Российской Федерации, да как отпустим эту Российскую Федерацию, да как рванет она, понимаешь, к вам на Люксембурге, да на Париже всякие. И все тогда. Антонка шутит тонко. Не обязательно давать нам деньги, помогайте нам тем, что давайте нам доступ к вашим стандартам жизни, помогайте нам открывать ваши рынки. Пришлите побольше стандартов жизни для Антохи и для тех, кто верит этому жидкому бреду. А то, понимаешь, как отпустим армаду, да как попрет она на Европу. Я же говорю, Антонка шутит тонко, а давайте посмотрим на тех, кто шутит толсто. Посмотрите наши любимые шутники. Зачитываю просто новину. В Госдуме предложили... Госдуре, да. Эта шутка такая толстая, что она тебе в рот не влезет. Эта шутка такая толстая, что она придавит и тебя, и твою маму. В принципе, можно в эту же передачу ввести юмор вот такого вот уровня. Це в Росії. Викупить демонтируємий на Україні пам'ятник Суворову. Це про Суворовське училище. В Києві, да. Йде мова. Мені одне тільки цікаво. А він що, замироточив? Там же ж Поклонської поруч не було, вона ж зазвичай міроточить там на людях, причому не боїться міроточить. Де годують молодих офіцерів юних. Це, до речі, каратель справжній. Каратель, так. Да. Це справжній каратель Катерини. Другої. Каратель Катерини. Да, каратель Катерини. Ти знаєш, назва як порнофільм. Каратель Катерини. Второй. И если бы за каждую тупую шутку платили хотя бы по 1 гривне, то эти пацаны уже давно озолотились бы. Но, в принципе, они знают, для кого они шутят, потому они и считаются шутниками.
Вот еще одна пошутила. Ми підібрали портрети, деякі новітні портрети Шевченка. Цікаві, давайте на них подивимося. От, власне кажучи, Шевченко в образі вождя індійського, я думаю, так? Індійського, я думаю, так? Какая разница? Индийского, индусского, блин, до задницы, честно вам скажу. Вот самое главное, нам же безвизовые дают. И объясняют в эфире News One, почему это так круто. Люди голосуют, что их это мало заботит, а в эфире объясняют, почему это круто. Ну, особисто вам потрібен безвізовий режим? Так, для чого? Пояснюєте, можливо, якось зміниться відсоткове співвідношення? Це насправді дуже персональна річ, але насправді безвіз дає мені можливість відчувати себе європейцем. Как мало нужно для того, чтобы почувствовать себя европейцем. Но есть же и финансовая сторона вопроса, не забывайте. То не так с нашими телезрителями, тогда скажите, почему 90% Ви знаєте, я думаю, вот тут величезне є, звісно, що фінансовий компонент. Все ж таки для того, щоб поїхати за кордон, потрібно десь 65 на візу. 65 євро на візу потратити. Потім люди лякаються величезних цін на літаки, на інший транспорт. Ну і головним чином, а як там себе в Європі вести, тому що ти не знаєш англійську мову. Постойте, у меня есть один вопрос. Можно один вопрос? А вот помимо визы 65 евро и перелета, больше никаких затрат в Европе не надо, да? А психологічний, коли ми скидаємо 65 євро за візу, а далі, коли у нас з'являється лоу-кост і можна їхати дешевше, і коли ми вивчили хоча б 1000-2000 англійськомовних слів, то нам стає набагато легше, і я думаю, що там десь 50 на 50. Но позвольте, а проживать вы где будете? На пляже, под забором, на лавочке? Ну так вас арестуют и выпрут нафиг. А где вы хотите проживать? Вы знаете, сколько стоит там проживание? Эй, друзья! Коли у нас знімається ціна на візу, коли у нас десь в разів 10 може зменшитися ціна на літак, то це знімає дуже серйозний психологічний бар'єр. Тобто людина розуміє, що вона фінансово може це потягнути. Это что, шутка? Это что, шутка? Он повторяется. Он повторяет то же самое. Но в его повторениях я таки не слышу ничего по поводу проживания, еды, питания, проездов там уже в Европе. Я не могу понять, о чем он говорит. Причем тут 65 евро и лоу-косты? Так это из-за 65 евро не могли полететь? Серьезно? Богатеи. Сам факт піти, приїхати в Київ, відстояти в черзі в посольстві, отримати візу для багатьох людей в різних регіонах України, тим паче з села, це серйозний психологічний бар'єр. Так вот почему ребята из села не ездили в Европу отдыхать, как там на выходные, на уикенды, потому что у них психологический барьер был поехать в Киев и получить визу. Понял теперь. Далі історія про подорожі літаком. Це дорого. Але якщо знімаються ці бар'єри, коли у тебе просто є паспорт, і ти можеш його оформити в ЦНАПі, навіть в новоствореній об'єднаній територіальній громаді, там є ЦНАП, ти з села можеш отримати цей паспорт, розуміти, що ти можеш їхати за кордон, і це дешевше, чим ти думав, то у людей знімається психологічний бар'єр. Слушайте, ну пока что это лучшая шутка недели. Лучшее, что я слышал. Это же надо до такого промывания мозгов уже дойти. По поводу того, что не летели, потому что психологический барьер визу получить. Очевидно, будуть розпитувати про мету візиту, будуть вимагати броню на готель, будуть вимагати медичну страховку, ну і, звичайно, вам прийдеться показати зворотній квиток. Да это все ложь, тупая ложь, фу, неприятно слушать. Кстати, по поводу лжи. Вот ТСН 1+1, наши любимые фейкометы, знаете, что они решили делать? Нет, не привлекать специалистов по компьютерной графике к созданию новых фейков, знаете, таких серьезных фейков, которые будут трудно разоблачить. Нет. Они решили разоблачать фейки. Серьезно, бороться с фейками. Їх часто називають качками або просто фейками. Сумнівна і неправдива інформація постійно атакує українців. Нам так промивають мозги конкретно. И кто ж тебе мозги промывает, а, если не 1+1? Кто тебе мозги? Ты Россию-24 с утра до вечера смотришь или что? І якщо навіть дорослим буває важко розпізнати неправду, то чи реально навчити цьому дітей? Да, научим детей распознавать фейки. Распознавать фейки 1+1, как я понимаю, будут учить. Но смотрите уже, один фейк для примера, как они разоблачают. Одне з
останніх сенсаційних повідомлень, яке днями підірвало інтернет, заява про сльози на бронзовому бюсті Миколи II у Сімферополі. Він замироточив. З такими словами на одному з телеканалів Росії виступила депутат Держдуми Наталя Поклонська. Не пояснили і не підтвердили. Церква коментувати цю інформацію відмовилася. Повідомлення про сльози Миколи II викликало сміх у соцмережах. Ох, какое крутое разоблачение. Вы вжарили так вжарили. Ну, а теперь они берут интервью у малыша. И, мы помогли малышу сказать им то, что надо. Семирічний Міша зізнається, з неправдою стикається досить часто. Я знаю, что вообще, конечно, у нас больше всего фейков выдает телеканал 1+1 и его передача ТСН. Как не включишь, постоянно что-то выдумывает. Я вообще удивлен, что вы мне интервью берете. Ну кому-кому, а вам вообще лучше бы про фейки молчать. Але хлопчик знає, як діяти. И я советую всем просто выключить ТСН. Просто не смотреть его. Тогда и фейков не будет. Поаплодируем Мише. Миша, ты молодец. Миша, я горжусь тобой. Миша, учись думать головой, тогда ты вырастешь не зомбодебилом, а хорошим, достойным, нормальным, образованным, интеллигентным и прочее, и как следствие богатым, успешным человеком. Пока-пока. Пока. Пока.